Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый танк Франции 7 уровня AMX М445, вот, проходная прокачиваемая ветка. И начнем мы сегодня наш обзор, конечно же, с бронирования, идем смотреть. Итак, вот наша коллижн модель, смотрим нашу семерочку. Так, НЛД 128 в приведенке. Много ли это мало? Это, конечно же, мало. Рамбуй, не рамбуй, все равно получишь, ну, сами знаете что. ВЛД у нас 110 мм бронеплита. В приведенке снизу 164, сверху 179, надгусеничные полки, ну, в районе 180. Много ли это для тяжелого танка? Ну, конечно же, нет, учитывая, что вас будут сюда рвать, в принципе, даже иногда обычными, не голдовыми снарядами. Вот. А что касаемо башни, она у нас такая закругленная. Давайте смотреть сразу щеки. Щеки 190, 204, 190, 205. Здесь вот уголки по 190, нижняя планка ровно 200. Щеки, которые под углом башни у нас имеют 195-200, рикошет системы пишет, вот в этих местах ослабленная зона. То есть сюда его можно пробивать. Если не обычным снарядом, то голдой на 7 уровне. Понятно, что и восьмерки вас тоже сюда будут легкостью пробивать. Маска орудия, вокруг орудия 200, здесь 200, вверху расходится, ну здесь 190. А вот здесь уже 350, 370, 400. То есть вот эта вот зона вся, она ослаблена. По сути, голдой сюда бьется спокойно из семерок, из восьмерок. Даже нечего делать. Верхняя планка у нас 40 мм, но она под хорошим рикошетным углом. Система пишет рикошет. Вот, лючок у нас, слава богу, небольшой, да, небольшой, но там всего лишь 92 миллиметра. Его, конечно, вблизи выцеливать можно. На средних и больших расстояниях будет тяжело делать. Боковое бронирование 40 миллиметров, нижняя часть, верхняя тоже 40. Танковать от борта на нем будет крайне сложно, крайне. Перекрутите чуть-чуть, и вас начинают, конечно же, рвать. Вот. Плюс вы подставляете щеку ВЛД. Боковое бронирование слабое. Француз. С броней разобрались. Броня условная, от борта полное говно. ВЛД слабая. Башня, щеки хорошие, верх хороший, маленький лючок. Но вот эта часть центральная вся голдой пробивается у нее на вылет. Одним словом, француз. Вот, смотрим, что у нас по модулям, по основным. Куча пушек. На пушке вот этого 7 уровня, ровно как и вот на этой, у вас сгорит попа, я вас уверяю. Заходить желательно и танк с свободным опытом и прокачивать сначала через башню на топовую пушку. Башня вам придает брони, насколько я помню. Так, да, в 2 раза. Поэтому играть на стоковой башне со стоковыми пушками на этом танке, это просто жопогорение. Обязательно надо выкачивать топовую башню, она вам и обзора придаст побольше, и лобовой брони. Плюс вот эта пушечка нам интересна, да, 90 миллиметровка, 240 альфа, альфы немного, 212 зато уже пробитие на основном, на голде 259. Заряжается на стоке 8,6 секунды, хорошая точность у орудия 0,36, вот сводится единственно долговато. Качайте обязательно рацию, всем всегда рекомендую качать. Обязательно качать. 700, почти в 2 раза больше дальней связи. Стоковый двигатель 575 лошадей, топовый 850. Вам даст как минимум 20-25% подвижности. Танк даже на топовом двигателе не такой уж и шустрый. По ходовой 22 градуса скорость поворота, здесь 24. Небольшая прибавка, но тоже нужно выкачать. И, по-моему, без топовой ходовой вы не поставите топовую башню и топовую пушку. По-моему, так. Так, давайте качнем. Так. Отключил, да. И еще раз можно. Так. Вездеходную ходовую во втором блоке.
А притирку шестерней в 4-м блоке, чтобы сведение было более комфортно, и звукоизоляцию в 5-м блоке. Вот так качайте полевую модернизацию. Так, по оборудованию. Стандартный комплект поставил, закалку в слот, дающий дополнительный буст на выживаемость, поставил досл и турбину, чтобы этот танчик половчей ездил. По снарядам основной у нас снаряд ББХ летит косарь, нормально, да. Голда у нас подкол летит невероятный, 1250, вообще отлично. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический. Я поставил доп. Паёк, экипаж, 5 членов экипажа, перки вы сейчас видите на экране в таблице. По пушке УВН минус 10, и это круто, да. По ХП у нас 1560, что вполне тоже неплохо. По мобильности 39 вперед, и это с турбиной. 14 назад, 16,5 лошадей на тонну удельная мощность. По обзору у нас 395 метров. Самый маленький обзор среди тяжелых танков на 7-м уровне. Казалось бы, есть УВН, да, но маска орудия и щеки такое себе. Поэтому, да, ВЛД у вас играться станет лучше, поскольку все равно картонное оно как для тяжи. Но башня подводит. По плюсам и минусам танка. Танк огромный, и это минус. Учитывая его слабое достаточно бронирование, это минус. По подвижности тоже минус. Даже на турбине, даже если прокачаете полевую модернизацию, танк слабенько ездит. По пушке все ровно. Хорошо, быстро летающие снаряды. Вот. УВН есть. Хорошее пробитие на снаряде есть. Достаточно неплохая точность, сведение. Можно компенсировать полевой модернизацией. По пушке плюс. Вот. По обзору, как я уже сказал, самый маленький обзор. Ну, по сути, минус. Соответственно, из плюсов этого танка не так уж много, но как-то на нем надо играть, проходить ветку. Не думаю, что многие танкисты оставляют эту машину у себя в ангаре. Вот. Ну, поехали проверять. В бой, господа, в бой. Так, попали мы в бой с 8-ками. У нас обзор боя АМХ М445, француз, тяжелый танк. 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Заряжаем сразу голду, биться нам сейчас придется с ИС-2.2, например, скорее всего, с Т-343, ЦС-53, скорее всего, на воду у них уедет. Есть у них такой же француз, короче, будем сейчас проверять в городе этот танк. Да. Самая проблема ИС-2.2, реально. Все остальное, в принципе, фигня. Так, ну что, проверим подвижность. Уничтожим. Сейчас поедем разменивать свои 1540 хп. Ну, подвижность такая. Так, Випера поехала с нами, а вот и наш нет. Куда этот поехал? Черт. О, игроки. Ладно, хотя бы Випера с нами. По сути, мы вдвоем тут сейчас будем биться. Пока прокатило. Ага. Нашли его. Сюда. Будем встречать. Получи! О, враг уже близко. Да, борта у нас, конечно, ИС-2.2. Даже говорит.
Меня задели. Вот это громадина. Чертенок пробивать будет, да. Надо Витера помогать. Враги повсюду. Все. Я оружие Самого массового страшного поражения. убили. Враг уже близко. Меня задели. Миленько. Ангар. Меня не остановишь. 2 арты. Так, там у них никого. Интересно. Девки пляшут. Ой. Интересно, у избушки лесника кто-нибудь есть? Непонятно. Это очень важно. Есть движение. Враги повсюду. И этому конец. Вот, вот. Иса, он стоит там. За валенки. Надо отсветиться. И чуть ближе проходить. Супер Хелкэт в яму отошел. Ну, они так проиграют. Если... А, у нас поджимает на воде, да. Получи. Враг уже близко. Обмен с воды бы не опасали. Это будет эпично. И это все? Хорошо Фармим пошло. Т-103 потихоньку. Слушайте, у нас же на воде даже нормально же. Вена нету. Это мне Опа. нравится. Все нормально. Враги На повсюду. свет у нас есть суммы 2400. Сойдет. Надо ловить только это. Сейчас светимся. Подлавливать, так сказать. Давай, пес, засветись. Торопиться не стоит в этом скользком деле. Они повсюду. Противник на 12 часов. Попали. Враг О, уже близко. нарисовался, арта засветилась. Меня Хелкат больше всего напрягает в яме. Его пробитие это хорошее. Глянь, не светится. В кустике стоит. Есть движение. Засранец.
ПТшки все где не по. Ха! Хелкета в руку не пробить, это смешно. Реально. Ну это прям вообще смешно. К ним пришло подкрепление. Это мне нравится. Враги повсюду. Сделали ИСУ больно разочек. Да куда нам торопиться? Зачем умирать их? Сейчас на Хелкет пойду, мне ИС в борт напихает. Зачем это нужно? Танки на подходе. Вон он. А вот теперь можно и на ИСА. Ой, на Хелкет выйти. Враг уже близко. А куда он делся? А вот он. Все. Один есть. Хелкета отправили в ангар. Так, а кто у них еще с ПТ-САУ? 40 где-то щемится, да? Барабанная херня. Вопрос, где этот черт? Танки. Не, ну Псор меня зафармит целиком, если упорится выстрелами в меня. Ща ИСа разует. Он где-то вот здесь в углу стоит. Пес. Ты гля. Все. Все. Сейчас наши зарядятся. Все, поехали. Засветим Буссора. Да, давай, помогай. Враги Свету. повсюду. Вот он, в кустах. Надо его засветить, посоветую. Будет враг уже близко. Хорошо пошло. Пробитие. Молодчик. Гасите его, парни. Все. Нормально, 300 дали. 829 насветили. Суммы, господа, 4К. 4К. Я играл на семерке против восьмерок. Да не, на самом деле, танчик слабоват. Танчик слабоват. Вот, и, честно говоря, ну, прям на нем много настреливать, но ковать у вас я не думаю, что получится. Это еще такой бой, повезло. Вот, в целом, ну вот, да, 4 фрага, 300. 829 насветили. Ребят, пишите свои комментарии по этой машине. Я по пятибалльной машине как бы поставлю ему 4 с минусом. Вот, это повезло в этом бою, скорее более, вот, ну, не более. Какой вы используете оборудование? Пишите свои комментарии под видео. Вот, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Всем пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.